Сегодня предлагаю приготовить особенные фаршированные перцы. Вы только посмотрите, какая красота, какие краски. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня! Сразу же вас поблагодарю за ваши лайки, за ваши добрые комментарии. Все читаем, стараемся ответить. Вы нас очень радуете. Благодарим вас от души и ставим вам 1 000 000 лайков. Все, поехали! В сотейник высыпаю полстакана риса. Заливаю горячей водой, чтобы ускорить процесс приготовления. Соль перемешиваю и отвариваю 7 минут. Сковородку на огонь! Ух, друзья, как мне этого огня не хватает! Растительное масло, так, чтобы немного покрыло дно. Пусть греется. А я тем временем 1 крупную луковицу на мелкий кубик. И сразу в сковородку. Конечно же, щепотку сахара, щепотку соли. Перемешиваю и обжариваю до мягкости. Морковь на крупную терку. У меня маленький, поэтому 2 добавлю. Морковь в сторону. Возьму веточку сельдерея. Добавьте, друзья. Так мне понравился этот овощ или что это такое. Мелко-мелко. Прошло 7 минут. Берем рис и промываю под холодной водой. Готово. Пусть стоит в сторонке, отдыхает. Лук. Лук стал прозрачным, еще не совсем мягким. Но это и хорошо, друзья мои. Добавляю морковь и сельдерей. Также, друзья, к овощам добавлю чайную ложечку чесночного масла. Рецептом я делилась. Сюда. Ой, как он вкусно пахнет. И обжариваю овощи все вместе до мягкости. А за это время подготовим перцы. Посмотрите, какие у меня красивые. 1 в 1. Помыла, почистила. Все как положено, друзья мои. Класс. Когда овощи стали мягкими, даже немножко подрумянились, хорошо уменьшились в объеме, добавляю 2 чайные ложечки сладкой паприки. И еще прогреваю около 30-40 секунд, чтобы специя хорошо открылась. Да, и уже можно выключить нагрев. Овощи пусть немножко остынут, а я займусь мясом, друзья мои. 600 граммов куриного бедра. Конечно же, можно взять и свинину, и говядину, добавить кусочек сала туда. Будет сочнее. Но мы сегодня по курице. Все. И пропускаю через мясорубку. И чтобы почистить мясорубку и добавить фаршу сочности, друзья мои, беру 1 крупный помидор без кожицы и вслед за мясом. Готово! А мы продвинемся дальше. Собираем наш фарш, рис, и добавляю к фаршу наши вкусно пожаренные овощи. Буду стараться максимально оставить жир в сковородке. Ой, они прям такое впечатление, что это икра какая-то, а не овощи. Соль. По вкусу. У нас и рис подсоленный, и овощи подсолены. Для мужа острых ощущений. Ну, где козырное слово? Можно побольше, конечно. Ну, конечно же, берем самое крутое орудие труда – рути. И начинаем это все хорошо перемешивать. Все, готово. Друзья, я же сказала, что у меня будет сегодня особенный фаршированный перец. Берем сливочное масло. Много не нужно. Может 20 грамм, может 15, сколько понадобится. И нарезаю на маленький кубик. Не обязательно идеальные кубики, просто чтобы это было такое вот кусочки. Ну а теперь перцы. Я это буду делать чайной ложечкой. Смотрите, чайная ложка фарша сюда. Ну, можно 2. Беру кусочек сливочного масла сюда. И продолжаю фаршировать.
А теперь, друзья, закройте глаза и представьте, как это будет вкусно. Когда это сливочное масло будет таять и смешиваться с таким фаршем, все это в вкусной подливке. Представляете? Все, рефлекс. Продолжаем. И в кастрюлю. И так проделываю со всеми перцами. И сюда тебя. О, все, друзья. Люблю, чтобы перцы все стояли. Вот такая вот я женщина. А сейчас, друзья, заливка. Я буду использовать 4-5 таких спелых мясистых помидора. Конечно же, можно томатный сок, томатную пасту. Помидоры можно убрать кожицу. Я этого делать не буду. Так заливка получится гуще, насыщенней. Пропущу через мясорубку. Эту же сковородку на огонь. Добавляю 50 граммов сливочного масла. Масло нагревается. Собираю все вкусы со сковородки и немножечко его прогреваю, чтобы оно такое приобрело ореховый вкус, друзья мои. Ну, по типу бешамель. Всыпаю 2 столовые ложки муки с небольшой горкой. И начинаю прогревать. В масле мука хорошо растворяется, поэтому комочков не будет. Когда слышу легкий ореховый запах, могу добавлять томаты. И быстренько перемешиваю. Если, друзья мои, у вас будет томатная паста, подливка будет намного ярче. И то я сейчас и с этим справлюсь. Соль по вкусу. Для баланса сахар. Пол чайной ложечки куркумы. Это улучшит цвет моей подливки и придаст пикантность. Несколько горошин душистого перца. 2 лавровых листа. Перемешаю. Ну что, ярче становится? Да, ярче. Ну, вот видишь. Прогреваю соус около минуты. Какой красивый получился. Такой ярко-морковный. Фрагменты помидора. Вообще класс. Доливаю примерно 600-700 мл воды. Ну, так, чтобы соус получился нужной мне консистенции. Снова перемешаю и дам закипеть. Когда соус закипел, пробую на вкус. Кисло-сладкий, соленый. Супер. Ничего больше не буду добавлять. А только залью им перцы. Берем наши перцы. На огонь. И, друзья мои, заливаем нашим соусом. Так, заливаем, пока не будет удобно со сковородки прям линуть. Солнышко, уже можно со Уже сковородки, можно? Да. Ну, как скажешь. О, Включаю нагрев, где-то на 8. Накрываю крышкой и слежу, пока закипят. Когда содержимое кастрюли хорошо закипело, уменьшаю нагрев на 5. И 40 минут даже не подхожу. Занимаюсь своими делами. Ух, потираю ладошки. Прошло 45 минут. Оп. Открываю. Вижу, что все красиво. Уверена, все готово. Выключаю нагрев и даю блюду постоять хотя бы 10 минут. И будем, друзья мои, наслаждаться особенными перцами. Угу. Ну что, друзья, вы готовы увидеть этот шедевр? Берем праздничные тарелки. У нас здесь все уже настоялось. Посмотрите, какая красота. Ну давайте, перчики. Вы только посмотрите, какая красота. Оп. Видишь, какие красавцы мне в тарелку. Посмотрите, какая сочность. Вы только посмотрите, какая сочность. Сережечка, покажи, пожалуйста. Видно? видно, видно. Друзья мои, это просто шедевр сегодня в моем исполнении. Последний штрих, конечно же, сметана и немного ароматной зелени. Чем не ресторанное блюдо? Вот так вот. И на полную катушку. Открываем рот и наслаждаемся. Друзья, получилось очень вкусно. И цвет такой интересный лимонный из-за того, что я добавила куркуму. Она совершенно не чувствуется. Такой сочный.
сочный и в то же время нежный. Ой, это просто песня. Помидор дал свою кислинку в фарше. Она очень приятная. И сельдерей. Ой, друзья, ну это прям ням-ням-ням. Ну, а я пожелаю всем мирного неба, счастья, благополучия и всего самого лучшего. Да, вкусной, понятной еды.